город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Минская улица на запад нас ведет. С бою взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брестская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брестская улица на запад нас ведет. С бою взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название. Вы не скажете, где здесь 13-й кабинет? Да вон за этой дверью. Замолчи, Ерохин, смотри у меня. Да. Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл. Ну, здравствуй, Шарапов. Из отдела кадров о тебе уже звонили. Ну, в общем, мы тебя таким и представляли. Обыкновенный. Ну, правильно, нам и нужны такие обыкновенные фронтовые ребята. Чем занимаемся-то, знаешь? Убийство, бандитизм, грабеж. Это тебе, брат, не фунт изюму. Разведчик? Так точно, командир разведроты. Ну, тогда приживешься. Вот весной откроются курсы, подучим. Шарапов! Здорово! Жеглов моя фамилия. А ну-ка, со стула, отец Я здесь Григорий. поработал немного. Объяснил товарищу кое-что о нашей работе. А, я вижу, вы уже познакомились. Вот рекомендую тебе, Шарапов. Это великий человек Гриша Ушивин. Подпольная кличка 6 на 9. Непревзойденный фотограф и внук барона Мюнхгаузена. Послушай, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели. Если ты хочешь со мной поругаться... Да, боже, меня упаси. Ты еще всеми нами покомандуешь. Садись, Шарапов. Садись и рассказывай. Ну что? Сенька. Это свои, Шарапов, новый сотрудник, знакомьтесь. Шарапов. Николай. Сенька, Тузик звонил. Так. Бандиты назначили встречу. Ну что ж. Значится, тому и быть. Да вы не сомневайтесь, товарищ капитан.
Все будет сделано в лучшем виде, оглянуться не успеет, как шашка прыгнет в дамке. Ты вот что, Векшин. Хватит дергаться, Коля, сядь. Мы тебя из Ярославля вызывали для того, чтобы ни одна живая душа даже случайно тебя не опознала. Так что без самодеятельности, понял? Понял. И не вздумай изображать из себя вора в законе. Ты маленький человек, лопушок, шестерка. Понял? Понял. Вот. А велено тебе разузнать. Коли они согласны брать кассу, где своя баба научится, то придется с ними толковать пахан. Понял? А ежели спросят, ну, зачем мы вам? А потому что мало нас. И всего один ствол имеется. Да. А почему, спросят, сам пахан не пришел? Ха, а если они уголовку приведут на хвосте? Наш пахан ихнего не глупее. Сам-то ты угрозыска не боишься, потому что на тебе ничего такого нету. А про дело с кассой объяснить не можешь, потому что не в курсе. Так, может быть, имеет смысл захватить этого бандита и потолковать с ним здесь как следует? Ну ладно. Тут тебе не фронт, друг ты мой ситный. Нам языки без надобности. Это почему же? Да потому что на фронте язык, которого ты приволок, противник, и с ним вопрос ясен. А здесь бандит, даже если взял ты его, надо еще доказать, что он бандит, а то он пошлет тебя подальше и все. На то он и язык, чтобы говорить, что от него требует. А доказать потом можно. На фронте с языком что делают, коли молчит? Как что? Как говорится, по закону военного времени. Правильно, а почему? Потому что он солдат вражеской армии, воюет с оружием в руках, и вина его не требует доказательств, верно? А бандит без оружия, что ли? Навстречу вполне может прийти без оружия. И что? И то, что в паспорте у него не написано, что он бандит, а наоборот написано, что он гражданин, живет по какому-нибудь кривоколенному 5, прописка у него имеется. Так что возьми его за рубь за 20. Оружие у тебя при себе? Ну а как же? Я без него никуда. Придется оставить здесь, там оно тебе без надобности. Ну ладно, как говорится, присядем на дорожку. Смотри, Шарапов, и не удивляйся, чудо века. Самоходный автомобиль движется без помощи человека. Да ладно, Ну-ну, прекрати молчу. ты. Знакомьтесь. Копытин. Шарапов. Мне бы вот 2 ската на задок, и цены бы Фердинанду не было. Кому-кому? А, это вот наши балбесы окрестили машину, мол, похоже на самоходку. А что? Немецкую. Ты их видел. Хватит, Ага. Копытин, поехали. Ну-ну, иду. Пошли отсюда. Пошли.
На ходу с трамвая спрыгнул. Ну что там? Прощается. Вызывай скорую. Одну минуточку. Держи аккуратно, Иван. Может быть, на ручке пальцы остались. Что это за черная кошка такая? Их второй год ищут. А выйти на след не удается. Был бы я писателем, я бы книжку об этом написал. Так о чем же писать, если следов нет? Ну, нет, так будут. Хотя, конечно, увертливые они гады. Чем же они занимаются? Ну, грабят магазины, квартиры зажиточные, склады, сберкассы. А главное, людей режут, стреляют почем зря. И где не покажутся, там обязательно или углем черную кошку нарисуют, или котенка подбросят. Зачем это? Ну, для форсу бандитского. Вот будто бы смеются они над нами, издеваются. Почерк свой хотят показать. Значится так. Пасюк, Ваня, повезешь тело Векшина в Ярославль. Проводишь его от всех нас в последний путь. Мать успокой, если сможешь. Хотя какое тут чертям собачьим успокоение. Шарапов, Тараскин, завтра со мной дежурить по городу. А я? И ты тоже, куда ж тебя девать? А сейчас всем спать.
Немедленно. Президент Трумэн, генералиссимус Сталин и премьер-министр Этли покидают эту конференцию, которая укрепила связи между тремя правительствами. Где я тебе напасусь, трешечек? Видал? Ну, Володя, ну смотри, видал. Опять, что ли, поссорились? Трешку ему надо. Ты смотри, трешку. Твоя милиция в доме появилась. Заберут сейчас. Давай. Доброе утро, Михаил. Здравствуйте. Ты смотри, с утра ему Хотите, я вас угощу трешечку, а? картошкой с луком? И пьет, и пьет. В нем витамины, острота и общественный вызов. Как раз то, чего мне не хватает в жизни. Да нет, Михаил Михайлович. Лучше я вас угощу омлетом из яичного порошка. Это вам нужно. Вы еще мальчик. Вы должны испытывать постоянное чувство голода, правда? Верно, есть такое чувство. Впрочем, уже и не мальчик. Воевали. Мужчина. Вам сколько лет? 25. 25. 25. Ленечка был моложе вас. Вы уже воевали, а он ходил в консерваторию. Я помню. С каждой стипендии он покупал матери цветы. Кто в нашей квартире дарил цветы? Он был очень близорукий. Вы счастливы? Счастлив. Война кончилась. Столько дел. Знаете, в ваши годы я тоже был счастлив. Было огромное счастье. А потом оно как-то уменьшалось, уменьшалось. Уменьшалось и стало совсем маленьким. Маленьким. Как камень в бочке. Михаил Михайлович, ну что вы здесь в Москве один маетесь? Ведь у вас же есть родственники в Киеве. Ехали бы к ним, все веселее. Они старые. Старики не должны жить вместе. Старики должны держаться молодых. Это делает их существование более или менее осмысленным. Володь, тащи к своей белишке, я тебе постираю. Да не надо мне пока. Спасибо. О, явились, черти полосатые. Доброе утро. Вот вам. А ну-ка, уйдите все от стола. А ну-ка, все от стола. Шут. Ну-ка, Везун, встань в профиль. Мы тебя для многотиражки щелкнем и подпись соответственно. Ну что, ребят, ну зачем? Я же ничего, собственно, такого не сделал. Скромность обуяла. Да ты не волнуйся. Мы тебя снимаем не за твои красивые глазки. Ну, отойди, ну не мешай. Это дело политически важное. Итак, внимание. Внимание, приготовились. Вот так, хорошо. Стреляй. Опа. Глеб, иди сюда Благодарю. скорее, Глеб! Ну-ка, поведай, как становится Не миллионерами. поверишь, я ребятам рассказывал. Вчера, ну, просто так, от скуки, что время убить, проверяю тираж. Верно. Ну ладно, в общем, смотрю, серии сходятся. Ну, рация у моя, полтинник, шутка ли? Что, ну, я
Я номер проверять боюсь. Ну, правильно, а то потом Я по понимаю. остальным номерам выпало. Ну, я, значит, вышел покурить, отложил газетку. А сердце так и А бьется. сердце так и бьется. Слышь, зову Зинку. Какую Зинку? Ну, жена моя. У нее рука легкая. Я говорю, Зина, иди проверь номер. Так. Ну, и все сходится. В общем, не каждому так выпадает. Да ну еще, судьба, она тоже умная, она ведь достойных ищет. Ну, а как тратить собираешься? Были бы гроши, как тратить, нет вопроса. Ты не скажи, Петюня, как это нет вопроса? Ты знаешь, это дело серьезное, тут подход нужен. Вот, например, Федя Мельников Из этого, из как его? Комендантского. Из да? Комендантского. Из Комендантского. Вот он выиграл перед войной ЗИС-101. Ну, и Вот что? он поступил достойно. Он просто счел невозможным в такой трудный для страны момент пользоваться личным автомобилем. Ну и? Ну и сдал его в Освяхим. Вот так вот. Ну и? Война-то, небось, давно кончилась. Государство специально разыграл тираж, людям хоть облегчение сделать. А? Понастрадали за военные годы-то. Ладно, товарищ Жиглов. Я Освяхим-то больше нет. Так что, товарищ Жиглов, мы с тобой люди умные, должны понимать. Да нет, Соловьев, это только ты умный, а я так погулять вышел. Оперуполномоченный Шарапов. Слушаю, слушаю. Ну? Да какие могут быть указания? Хватать шкурников с поличным и все дела. Алло! Девушка, 37-й, пожалуйста. Алло! Шарапов из Мура. Насчет золотишка. А ты погоди. Тут, может, с кондачка решать не стоит. Я здесь человек новый. Ну вот и погоди. А то мы тут с тобой наворотим, чего не надо. Я посоветуюсь, пойду. Так ты погоди. Ты погоди, слышишь? Ты меня не жалуби, не жалуби. Пришла в ресторан с людьми, веди себя как положено. А то что получается? Глазки посторонним строишь, аванс, так сказать, раздаешь. А потом за тебя драка, всю витрину раскололи, все вверх дном. Тебе в школу ходить надо, а не по кабакам шляться. Кузина. Тараскин, пошептаться бы. Кузина, выйди на минутку. Ремонтники нашли банку с золотыми червонцами в стене, но и себе забрали. Я распорядился задержать. Значится так. Сокровище, то есть клад, сокрытый в земле или в стене, является неделимой государственной собственностью. Присвоение карается по закону, значит, поступил правильно. Кузина, заходи. Кузина. Да? Горит? Деревянный. Сильно горит? Ха. Пока доедем, думаешь, сгорит совсем? Ну, значится так. Пока криминала нет, нам там делать нечего. Нехай доблестная пожарная охрана занимается. Была же ведь отличная мысль разбить службы. Чтобы один отдел бандитами занимался, другой карманниками, а то сваливать на тебя всякую мелочь. О главном подумать некогда. Так ведь у нас и есть ОББ, отдел борьбы с бандитизмом, так нет? Ну да, и вот сам видишь, чем занимаемся. Неужели ты все эти книги изучал? Да так, более-менее. Закон, брат, точность любит. На волосок отступил от него, чью-то жизнь покалечил. Ты что заканчиваешь? Здорово. Я? 9 классов и 3 коридора. Когда живые уголовные дела разбираешь, учеба быстрее движется. Привет, Петюня. Ну, что сидишь, прохлаждаешься, а? И откуда у тебя, Петюня, такой изумительный сахар? Нам вроде такого не отоваривали, а? Да. А ну быстро колись, откуда взял сахар? Ну, чего пристал? Сестра жены из Коканда прислала. Приставучий ты, Жиглов. Да не приставучий, а справедливый. Посмотри-ка, не всем же так везет.
Ну, и главный выигрыш в тебе. Так? И заловка в коканде тоже у него. А у нас с тобой, Шарапов, родственников всего. Кум, сват да зацеп и хват. И выигрываем мы с тобой только в домино. Так что со всех трудов праведных даже чая не напьешься. Вывод. Будь человеком, не жадись, и нам маленько сахарку отсыпь. Ну, сыпь, сыпь, не тряси руками, больше просыплешь. Ну все. Но это уже хамство, Жиглов. Насчет хлеба мы не договаривались. А мы и насчет сахара тоже не договаривались. Пока, Петюня. Да ты нос не вешай, Шарапов. Вот погоди, разгребем эту шваль, раскидаем, в институт пойдем, подучимся. Ты знаешь, как наша профессия называется? Ну как? Правоведение. Ну ладно. А теперь спать. Завтра утром ты мне понадобишься, молодой и красивый. А тебе куда? Полчаса езды трамваем в общежитие. Слушай, пойдем ко мне, а? А ты где живешь? Да вот здесь, на Ордынке. Молоток, хорошо устроился. Пошли, а? В общаге все равно тебе спокойно поспать не дадут. Там с утра до ночи гам стоит. Да как мне дали, я под этот гам часов 30 придавил за милую душу. Кстати, а у тебя душ есть? Есть, но вода только холодная. Да это мне начихать, в общежитии недели никакой воды нету. А на твоей жилплощади еще кто-нибудь имеется? Я один. Выделю тебе роскошный диван. Пошли, а? Да. Ну ладно, пойдем. Эй, жалко, папирос нету. Здорово, солдат. Здравствуй. Закурить не найдется? Садись. Найдется. А ну-ка давай. Ого, трофейный. Да нет, это союзнические. Да? Камель. Спасибо. А ты что тут сидишь? Деваться, что ли, некуда? Слушай, может быть, тебе ночевать негде? А то пойдем ко мне, места всем хватит. спасибо. Один сутка в Москве, понимаешь? Посмотреть хочу. Берлин видел, Варшаву видел, Москва еще не видел. Нравится Москва? Хороший город, высокий, большой. Ну ладно. Тогда бывай, солдат. Спасибо. У него и аккордеон имеется. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну, в общем, взять его не удастся. А то соседи шуметь будут. Проходи. Ух ты, хоромы. Как есть хоромы барские. Ха, ты смотри, здорово. Прям скажем, здорово. Слышь, Шарап, я у тебя поживу с недельку. Все-таки 10 минут отработай. А 1,5 часа на дорогу терять тоже глупо. Верно? А кто, бать твой? Ну что, договорились? Шарапов? Шарапов? Договорились. Ну ладно. Слушай, Глеб, как это у тебя все здорово получается? Быстро, ловко. Вот мне бы так научиться, а? Тебе надо усвоить работу со свидетелем. Со свидетелем? Конечно. Почему? Потому что в каждом, даже самом тайном делишке всегда отыщется человечек, который что-либо слышал, что-либо видел, что-либо знает, помнит или догадывается. И твоя задача все эти сведения из него выудить. Глеб, вот почему ты эти сведения не умеешь выуживать? А вот, скажем, Коля Тараскин не умеет. Потому что Коля Тараскин молодой еще. А потом Коля Тараскин не знает 6 правил Глеба Жиглова. Тебе так и быть скажу. Так, правило первое. Запоминай, повторять не стану. Затверди как строевой устав. Разговаривай с людьми. Всегда улыбайся. Понял? Люди это любят. А оперативник, который не умеет влезть в душу к свидетелю, считай, что он зря получает рабочую карточку. Запомнил? Запомнил. Вот. А теперь правило второе.
Будь человеку внимательным и старайся подвинуть к разговору об нем самом. А как это сделать? Как это сделать? А вот для этого существует третье правило. Найди тему, которая ему интересна. Ничего себе задачка для незнакомого человека. А вот для этого существует четвертое правило, которое гласит: проявляй к человеку искренний интерес. Вникни в него, узнай, чем он живет. Это, конечно, трудно. И, в общем, попотеть придется. Но зато, если ты это сможешь, он тебе все расскажет. Вот Сенька Тузик. Детекторные приемники делал. Да, я его... спасибо. А я ему однажды катушку для сборки подарил. Да не надо, сапоги, я так что-то. А он мне за это... Он мне за это, в общем, много чего. Пулевое ранение в голову. Приступайте. Тараскин, понятых живо. Потом бегом по соседям, кто что видел, слышал и так далее. Руками ничего не трогать. Ларочка была очень талантлива. Она мечтала стать актрисой и поступила работать в драмтеатр костюмершей. В свободное время набрала уроки и все роли знала наизусть. И вообще... Вы ее давно видели? Последний раз. Вы где работаете, Надя? Зачем это вам? Метро контролером. Устаете сильно? Да. Сестру видите редко. Да? И звоните только по телефону, так? Я звонила ей вчера. Да? У нее был какой-то важный разговор. Вы так думаете, что был важный разговор? Или она сказала, что у нее был Нет, важный она разговор? сама сказала, что у нее важный разговор, чтобы я перезвонила. В котором часу? Около 7. Я заканчиваю работу в 7. Так. А кто ее муж? Видите ли, они разошлись. Да? Почему? Как вам сказать? Скажите, как есть. Иван Сергеевич, доктор. Так. Ему не нравилось Ларочкино увлечение театром. Театром? Туда нельзя сейчас. Садитесь, пожалуйста. Значит, увлечение театром. Дальше? Да. Вы знаете, театральная жизнь имеет свои законы. Угу. Вам это трудно понять? Ну, я постараюсь. Спектакли заканчиваются поздно. Так. Потом ужин, цветы. Поклонники, так что ли? Да, наверное. Но вы не подумайте, ничего такого серьезного. Просто Иван Сергеевич не мог простить даже самого невинного флирта. А они уже развелись? Нет, не успели. Почему? Ларочка к этому не стремилась, а Иван Сергеевич не настаивал. Тем более, что... Что тем более? Я не из любопытства спрашиваю, Надюша. Просто мне нужна ясная картина преступления, чтобы быстрее поймать убийцу, понимаете? Да, я понимаю. Но я ничего не скрываю. Да я вижу. Просто Иван Сергеевич нашел другую женщину. Так? А Ларочке это было неприятно. Хотя она его разлюбила. Понятно. Ага, понятно. Посмотри, записка какая интересная.
Возьмите. Спасибо. Можно продолжать? Вы кого-нибудь подозреваете? Боже упаси. Кого же я могу подозревать? Груздева Ивана Сергеевича, например. Ведь, если я правильно понял, Лариса не давала ему развода, а он хотел жениться на другой. Нет, что вы, что вы. Иван Сергеевич на это не способен. Он хороший человек. Эх, Надя, если бы знать вот так сходу, кто на что способен. Какие у них были взаимоотношения в последнее время? Отношения? Да. Какие могут быть отношения, когда люди разводятся? Значит, так и запишем плохие отношения. Нет. Но хорошими их отношения, правда, не назовешь. Но Лариса сама говорила, что интеллигентные люди разводятся по-интеллигентному. Что это значит? Значит, мирно, тихо, без скандала. Ну и что? Ну, хотя бы то, что Иван Сергеевич помогал Ларисе доставать продукты, давал ей деньги, оплачивал квартиру. А квартира его? Да, его. Понимаю. Но когда они разошлись, Иван Сергеевич считал неудобным, чтобы Ларочка вернулась ко мне. А сам к новой жене подался, так? Если бы. Они снимают комнату в Лосинке. Значит, у его новой супруги жилплощади нет, они комнату снимают. Нет. А что бы могло быть дальше? Они хотели разменять эту квартиру на 2 в коммунальной. Понятно. Вам вот этот почерк знаком? Лара, почему не отвечаешь? Решай, иначе я сам все устрою. Это писал Иван Сергеевич. О чем это? Как вы думаете? Я думаю, насчет обмена он нашел один вариант, но Ларочку не совсем А устроил. Лариса сама не хотела заниматься обменом. Нет, она была такой непрактичной. Он угрожает в этой записке, как думаете? Нет, что вы. Ну, не торопитесь, подумайте. И знаете что? Оглядитесь сейчас спокойно там на месте. Может, вещи какие-нибудь пропали, или наоборот, появилось чего-нибудь, чего раньше не было. Прошу вас. Прокуратуре привет. Здравствуйте, Глеб Георгиевич. Здрасте, здрасте, Павел Владимирович. Мое почтение, Сергей Павлович. Здорово, Жеглов. Ну что ж, приступим? Да, пора. Тогда начинайте. Так. Шарапов, записывай. Осмотр производится в дневное время, в пасмурную погоду, при естественном освещении. Комната прямоугольная, с эркером, в 3 окна, размеры 6,70 на 3,50. Входная дверь и окна на кухне и в комнату. К моменту осмотра видимых повреждений не имеют. Ну, Глеб Георгиевич, имеется пуля. Ваше суждение. Так. Ну, что скажешь, разведка? Ну что, пуля как пуля, обыкновенная, пистолетная. Да, хорошо бы еще гильзу найти. Лучше уж посмотреть само оружие. Верно. Ну, значит, так. Пуля, выпущенная из импортного оружия калибра 6,35 системы «Боярд» или, скажем, «Омега». А сие из чего следует? Из пули, Сергей Павлович, из пули. 6 левых вертикальных нарезов. Вот они. Почерк вполне самостоятельный. А что вы скажете на это? Судя по маркировке, гильза наша, отечественная. Да. А где нашли? Там, где и следует, слева от тела. Нормально сработал отражатель. Да, и гильза наша. Ну что ж, запишем в загадки. И все равно надо искать оружие. Надя, вы не знаете, в доме было оружие? Не знаю. В центре комнаты круглый стол.
На столе. Бутылка 0,75 азербайджанского вина, какой? Кюрдамир. 2 недопитых бокала, плитка шоколада, 1 кусок с надкусанным краем, хрустальная пепельница с 3 окурками папирос Дели с характерными смятыми концами гильз. Комната чисто убрана, следов беспорядка не наблюдается. По заявлению сестры убитой, все вещи и предметы обстановки на своих местах. Мне кажется, я чего-то не нахожу. У нее был желтый большой чемодан. Его нигде не видно. Так, а вещи? И вещи пропали. Нет шубки под котик, красного платья из панбарха. Записывай, Шарапов. Пишу. Темно-синего костюма с жатки. Так. И драгоценности исчезли. Какие здесь были драгоценности? Золотые часики Зив, серьги с бирюзой и змейка. Какая змейка? Серебряный витой браслет в виде змейки с одним изумрудным глазком. Ясно. И драгоценного кольца нет, бабушка подарила. Она его носила на руке? Да. На убитой было кольцо? Нет. Не надо сейчас плакать. Слышь, не надо. Олег Петрович, вот они, родимые. Держи. Боярд. Боярд, точно. Но ведь патроны-то все на месте. Ничего, ничего, уже тепло. Поищем, так найдем, верно, Сергей Ипатович? А ты, Шарапов, не впадай в отчаяние, не имей такой привычки. Вон, видишь, Иван письмами занимается, иди помоги ему. Так. Это личные письма. Сейчас это, к сожалению, не важно, личные или деловые. А вдруг там следок покажется? Читай, Шарапов, все подряд. Потом для меня суммируешь. Гражданина Груздева привезли. Товарищ подполковник, можно войти? Вошли уж. Что? Что это? Надя. Боже мой, какое несчастье. Ужас. Надя. Что? Почему вы на меня так смотрите? Как это так? Обыкновенно смотрю. Нет. Вы смотрите, как будто меня подозреваете. Давайте не будем, гражданин. Давайте не будем отвлекаться. Не трогать. Скажите лучше, когда вы последний раз виделись с потерпевшей? Дней 10 назад. Где? Здесь. С какой целью? Мы разменили квартиру, я привез новые варианты. Вот это надо уточнить. Иван Сергеевич, а вы никого не подозреваете? Для того, чтобы подозревать, нужны основания. У меня их нет. Может быть, есть человек, которому стоит повнимательнее присмотреться? Как вы думаете? К сожалению, в последнее время вокруг Ларисы таких людей было множество. Надя, я предупреждал. Вся эта жизнь вокруг Мельпомены до добра не доведет. Вы имеете в виду ее театральное окружение? А у вас как с жилплощади сейчас? Нормально? Ненормально. Но это к делу отношения не имеет. Как знать, как знать. У вас оружие имеется? Нет. Не может быть, я не подумал об этом. О чем вы не подумали?
Неужели... У меня есть наградной пистолет. Это из него? Вы нашли его? Покажите, где он лежал. Вот. Его нет здесь. А когда вы его взяли? Я его не брал. Не брал, поверьте. Ну, хорошо, хорошо. А вот этот предмет вам знаком? Да. Это мои патроны. Гражданин Грозев, ваша жена курит? Вернее, курила? Ну, папиросы она курила? Нет, даже дыма не выносила. Я на кухню выходил. Тогда как же вы объясните? Одну минуточку. Вы, гражданин Груздев, с другой живете. Позвольте адресочек. Я надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Поверьте, она никакого отношения не... Шарапов, запиши. Продиктуйте, пожалуйста. Лосинка. Бебеля 12. Я прошу вас только не Я вас прошу не информировать нашу квартирную хозяйку. Нам там жить еще. Вы должны считаться с этим. Обещать пока ничего не могу. Следствие покажет. Вы меня извините. Жиглов, в общем, я поехал. Как закончишь, прямо ко мне. Вы извините меня. Я конечно, не специалист, но мне кажется, что вы слишком много внимания уделяете моей скромной персоне. А дело стоит... Да почему же вашей персоне? Разбираемся, как положено. Что вы мне голову морочите? Вы подозреваете меня. Чушь какая. Курила, не курила. Пистолет мой. Сейчас окурки в ход пойдут. Да вы не волнуйтесь вы так, товарищ Груздев. Мы вас понимаем, можем даже сказать, сочувствуем, но и вы нас поймите. Мы ведь не от себя работаем, разберемся, гражданин. Шарапов, пойдем, я тебе указания дам. Вы не серчайте, Иван Сергеевич. Помогите вам лучше, товарищ, с вещами разобраться. Все ли на месте? Ты наш орел с вопросами своими премудрыми воздержись, пока понял. Твой номер 16, помалкивай в трубочку, ясно? Да я... Помалкивай, тебе говорят. Что папиросы заметил, хвалю. Я, между прочим, про них тоже сразу сообразил, как он вошел, только виду не показал. И зарубить на своем распрекрасном носу. Спрос, он в нашем деле дорого стоит. Ну а что? А то, что спрашивать-то надо вовремя, чтобы самую десятку лупить, ясно? Ну ладно, это трудно, я объясню потом. А пока присматривайся, мотай на ус. Ну и по-военному делай, как я, ясно? Есть, товарищ капитан, сделать как ты. Вот так. И без всякой партизанщины договорились? Так точно. Там Гриша Ушивин какого-то красавца привел. Пойдем посмотрим. Вот, значит, возвращаюсь я назад. Вхожу в парадное. И аккуратно Иван Сергеевич по лестнице спускается. Ну, встретились мы, значит, я с ним поздоровался, и он мне сказал: здравствуй, мол, Федор. Товарищ, ну что вы тут столпились? Выйдите на лестничную площадку. Товарищ, вы не пройдете с нами на кухню, если вам удобно, конечно. Да я, ради бога. Проходите. Пожалуйста, товарищ начальник, куда угодно. Пожалуйста. Сюда, сюда. Присаживайтесь, товарищ. Садитесь, садитесь. Спасибо. Значит, когда, говорите, дело было? Вчерась, к вечеру. Я как раз после ночной проспался. Ну, картошечку поставил варить, а сам с ведерком этого... Мы, товарищ, из отдела борьбы с бандитизмом. Жиглов моя фамилия, слышали, наверное? Липатникова мы. Федор Петрович. Товарищ Липатников, вопрос мы разбираем наисерьезнейший. Ага. Мужчина вы, я вижу, положительный. Ну, так... Поэтому все должно быть точно. Тютелька в тютельку. Да. Отсюда вопрос. Федор Петрович, вы не путайте. Вчера дело было или, может быть, на днях? Да что вы, товарищ Жиглов. Мы люди тверезые, а не какие-нибудь там шалопутные.
как говорится, чтобы нонче да надысь перепутать. Нет, вчера как вот Ну, на хорошо. духу вчера А было. время сколько было? А вот насчет времени, это не скажу. Извините, не знаю, сколько времени было. Да нам мне ни к чему. Нас ведь в доме часов нету. Вон, ходики сломались. Никак не починю. Так как же вы на работу встаете? А что? А на работу я не просплю. Нет? Я всю жизнь с петухами подымаюсь. Да вон еще и радио орет. Как же тут проспишь? Под него не проспишь. Так оно у вас круглосуточно работает? Оно мне не препятствует. Так не включает никто, оно себе играет и играет. Понятно. Федор Петрович, а не припомните, а что оно играло, когда вы Груздева встретили? Нет, что? Так хоть футбол же передавали. Трансляции с этого, как он, со стадиона «Динамо». Так мы, значит, с вами болельщики. Федор Петрович, какой тайм-то был? Извините, этим не занимаюсь. Просто слышал, что футбол был. Моментик-то, Федор Петрович. Ну, там Гринин проходит по центру, потом бьет поворотом. Так это, футбол к тому времени уж кончился. Так? Федор Петрович, вы точно помните, что он кончился? Точно. Это точно или точно? Кончился. Еще по радио объявили, что матч, мол, кончился. Еще так это, музыка заиграла. Пам-пара-па-пам. Гриша, какой вчера матч был? ЦДК «Динамо». Счет 3-1 в пользу наших. Там четвертый гол должен был быть, но чистые пенальти... Подожди. Значит, так, начало в 17, плюс 2 по 45, плюс 15, около 7. Или часов в 7 вы Груздева встретили, так, Федор Петрович? Да, похоже так. Улавливаешь, Шарапов? В это время Надя позвонила Ларисе, и та попросила перезвонить позже, мол, у нее разговор очень важный. Правильно. Соображаешь, с кем она разговаривала? Товарищ Груздев, постарайтесь вспомнить, где вы были вчера в 7 часов вечера. В 7 часов вечера вчера Да. я был дома. Дома? Я имею в виду в Лосинке. Вы напрасно теряете со мной время. Так, а следствие располагает данными, что вчера в 7 часов вечера вы были здесь. Перестаньте! Следствие. Вам бы только засадить человека, а кого не имеет значения. Напрасно вы так. Соседи видели вас в 7 часов. Зачем отпираться? Они меня видели не в 7 часов, а в 4. Да? Но в самом начале разговора вы сказали, что уже 10 дней здесь не были. Я не говорил этого. Как это не говорили? Я сказал, что Ларису не видел 10 дней. А вчера? И вчера не видел. Я ее дома не застал. Ну, а в Лосинке могут подтвердить, что вы вчера целый день были дома? Разумеется. Кто? Если на то пошло, и моя жена, и квартирная хозяйка. А они сейчас на месте? Надеюсь. Куда им деться? Ну, хорошо. Квартиру нужно печатать. Заканчивайте здесь. Позвольте ключ, Иван Сергеевич. Ну? У меня нет ключей. И быть не могло. Постарайтесь понять, что порядочный человек не станет хранить у себя ключи от квартиры чужой ему женщины. Понимаете? Чужой. И снова напрасно вы так, Иван Сергеевич. Придется вам проехать с нами на Петровку 38. Уточнить кое-что. Прошу, гражданин. Ваня, заедете в прокуратуру за ордером на обыск. Потом дуйте в Лосинку. Переройте там все вверх дном, ищите все имеющее отношение, особенно письма, личные письма, понимаешь? Квартирную хозяйку и сожительницу допросите, что делал вчера по минутам целый день. Потом рысью обратно. Ясно? Вот так. Ну, пошли. Проходите, прошу. Коля, заходи, присядь.
К столу, пожалуйста. Присаживайтесь. Я попрошу вас как можно подробнее изложить историю вашей жизни с Ларисой Груздевой, также ваши соображения по поводу происшествия, ну и о ее знакомых, всех, кого знаете. Отдельно, пожалуйста, опишите весь ваш вчерашний день по часам и минутам, буквально. Моя жизнь с Ларисой – это мое личное дело. А что касается ее новых приятелей, то увольте меня, поищите других желающих писать на нее доносы. Послушайте, вы не доносчик, вы по делу свидетель, пока во всяком случае. И давать показания, интересующие следствие, обязаны. Поэтому пишите, что вам говорят. На чье имя писать и как сей документ озаглавить? Пишите на имя начальника московской милиции. Зачем ты его на имя генерала писать заставил? Для внушительности, это ему ответственность укрывает. Если задумает врать, то не кому-нибудь, а самому генералу. А вот постережется. А что ты думаешь насчет Груздева, Глеб? Его работа, да нет вопроса. Улики на лицо, а мужичонка он хлипкий, нервный. Немножко покочевряжется и сам каяться придет. У меня не такие плясали. Помню, один бандитское нападение разыграл. Приезжаем, жена убитая, он в соседней комнате связанный, ну, с кляпом во рту. Ага. В квартире беспорядок, все ценности похищены. Да и он сам тоже кричит, убивается. Жизни, говорит, себя решу, говорит, не могу без нее. Ну вот, держи. Спасибо. Вот так вот. Ну, а дальше? Дальше? А дальше узнал я, что у него любовница имеется. Типус вот так подозрительный. Но я ему и врубил прямо в лоб. Говорю, за что, говорю, гражданин, убили дорогую супругу? Ты бы видел, что с ним сделалось. Кому он только на меня не жаловался. До самого Михаила Ивановича Калинина дошел. Ну, а ты что? А я взял его под стражу, чтобы охолонул. Дней 5 продержал без допроса. А тем временем любовницу его разговаривал. А я домишко, видишь, купила. А на какие шиши, непонятно. Ну, крутил, вертел, а признаться пришлось. Деньги 30 тысяч любовник дал. Ваня. Ну, что нового, Ваня? Оце протоколи обыска по допросу жінок. Чего-нибудь интересного нашли? Та нічого особливого. Да. Жінка його сказала, що він у хаті був аж з 18 часов. А квартирная хозяйка? Хазяйка показала, що вона його зранку не видела. Ага. І вечором на веранді їхній було тихо. Так що, каже, як з утра він пішов на станцію, так вона його більше і не бачила. Значится, не было его там. А жена? Наивный ты человек, Шарап. Ну, какая жена своему мужу алиби не составит? Ну, а что ничего особливого нашли? А, иди. Чего ты не понимаешь? Как? Как культурный человек, интеллигент, да к тому же врач мог убить женщину, свою жену, пускай бывшую. К чему? Из-за какой-то паршивой жилплощади? Не из ревности, не по злобе, а из-за квартиры. Знаешь что, Ваня? Ну-ка, пойди проведай. Кончил этот писатель свой роман. Тараскина? Угу. Послушай, никак в толк не возьму, ведь украдены все ценности Ларисы, украшения. Ну и что?
Как что, с мотивами? Не сходится. Шарапов, неслыханных преступлений не бывает. Что-нибудь подобное где-нибудь, когда-нибудь с кем-нибудь уже происходило. Потом наш брат-сыщик и стоит на сходности обстоятельств, на одинаковых мотивах и на уловках одного покроя. А тебе На, приходилось теперь. расследовать такие дела? Не раз и не два. Бывает, человек застанет свою жену с любовником, но в голове у него помутилось, сердце из груди выскакивает, бах-бах, и 2 трупа. Ну, очнется, бежит к нам, кается, так и так, дескать, граждане. Казните меня, я жену убил. А бывает и наоборот. Обдумает все человек неторопливо. Как сделать, от себя отвести. Или того хуже, навести на другого. Приготовит все заранее, сделает хладнокровно. И на дно. Мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. А вы, дорогие орлы-сыщики, ищите, носом землю ройте. Но убийцу человека, моего единственного и на все времена любимого, найдите. Выходит, он вещи забрал, чтобы мы подумали, будто грабеж был. Точно. Хорошо мыслишь, Шарапов. Шмотки-то они, может быть, ему и ни к чему, так, для отвода глаз. А может быть, и к чему. Ты знаешь, меня на эту мысль пистолет навел. Другой ты на его месте оружие бы выбросил к чертовой матери, как лишнюю улику. А этот, видишь, припрятал. Значит, к вещам относится трепетно, жалеет их. Ха. К тому же Надя говорит, кольцо на пальце у Ларисы было цены необыкновенной. Бабкино наследство. Вот. Немного же вы написали за все это время. Меня работа ждет. Я могу идти? Нет. Ха, значится, я так понимаю, гражданин, что правда писать мы не захотели. А между прочим, зря дело по-другому было. Враньем мы с вами только усугубляем, так сказать. Не сметь так со мной разговаривать! Я вам не жулик! Я слышал, что в вашем учреждении с ними обращаются довольно бесцеремонно. А я врач, я в конце концов... Я кандидат медицинских наук. Я буду жаловаться. Жаловаться? Ха. Ну, насчет жалоб я уже слышал, приходилось. А насчет жулика? Правда, вы не жулик. Вы человека убили. Ну? Да. Понял. Понял. По коням, ребята. Сторож со склада позвонил. Он к знакомой дворчихе напротив зашел погреться, возвращается. Замок вроде на месте, а изнутри полоска света пробивается. Ну, он, конечно, заходить-то побоялся. Видит, внутри кто-то шурует. Он и позвонил 02. Черная кошка? Черт его знает. Теперь направо. Туши фары. Тихо. Оружие к бою. Ваня, ты про заначку не забыл? Какую заначку? Какую заначку? В общем так, короче говоря, еще раз узнаю, что ты от жены в ствол пистолета 100-рублевку прячешь. Смотри у меня. Ой, Глеб Егорыч, так от нее ж хиба спрячешь. Ей бы с ее нюхом только у нас работать. Я вот в прошлый раз кобуру спрятал. Нашла. А пистолет все ж таки боится трогать. Так, все тихо. Где они? Там они. Там, сынок. Другие выходы имеются? С улицы пора. Шарапов, встань у конторы со стороны улицы, остальные за мной.
замок-то целый.